Глава 14. Три гуны материальной природы. Верховный Господь сказал: «Я вновь возвещу тебе эту высшую мудрость, самое лучшее знание, обретя которое все мудрецы достигали наивысшего совершенства. Тот, кто непоколебимо утвердился в этом знании, обретает такую же духовную природу, как у меня. Такой человек больше не родится во время сотворения этого мира и не будет страдать во время его уничтожения. Совокупная материальная субстанция, которую называют брахманом, является лоном, из которого рождаются все живые существа. И я оплодотворяю этот брахман, о потомок Бхараты, позволяя им появиться на свет. Знай же, о сын Кунти, что все виды жизни порождены материальной природой, а я – Отец, дающий семя. Материальная природа состоит из трех гун – благости, страсти и невежества. Когда вечное живое существо входит в соприкосновение с материальной природой, эти гуны – о могучерукий Арджуна, обуславливают его. О безгрешный, гуна благости, которая чище других гун, просветляет живое существо и избавляет его от всех последствий грехов. Пребывающие под влиянием этой гуны привязываются к знанию и ощущению счастья. Гуна страсти порождена бесконечными желаниями и алчностью, поэтому она, о сын Кунти, связывает воплощенное живое существо узами материальной корыстной деятельности. Знай же, о потомок Бхараты, что гуна тьмы, порожденная невежеством, держит всех воплощенных живых существ в плену иллюзии. Ее влияние проявляется в виде безумия, лени и сна, которые опутывают обусловленную душу. О потомок Бхараты, гуна благости обуславливает живое существо ощущением счастья, гуна страсти корыстной деятельностью, а гуна невежества, покрывая знание живого существа, связывает его путами безумия. Иногда, о потомок Бхараты, в человеке начинает преобладать гуна благости, одолевая страсть и невежество. Иногда гуна страсти побеждает невежество и благость, а иногда берет верх гуна невежества. Так между гунами материальной природы идет непрерывная борьба за превосходство. Когда начинает преобладать гуна благости, все врата тела озаряются знанием. Когда возрастает влияние гуны страсти, о предводитель рода Бхараты, человек обнаруживает признаки сильной привязанности и погружается в зарабатывание денег, прилагает чрезмерные усилия для достижения своих целей и проявляет неуемное вожделение и ненасытную жажду наслаждений. Оказавшись под преобладающим влиянием гуны невежества, человек погружается во тьму, делается сонным, утрачивает разум и становится жертвой иллюзии. Человек, находящийся под влиянием гуны благости, умирая, попадает на высшие, чистые планеты великих мудрецов. Умирая в гуне страсти, человек рождается среди тех, кто занят корыстной деятельностью, а умирая в гуне невежества, попадает в царство животных. Плоды добродетельных поступков чисты и относятся к гуне благости. Действия в гуне страсти приносят человеку страдания, а деятельность в гуне невежества лишает его разума.
Гуна благости порождает истинное знание, гуна страсти разжигает алчность, а гуна невежества приводит к безумию, глупости и иллюзии. Те, кто пребывает в гуне благости, после смерти поднимаются на высшие планеты. Люди в гуне страсти остаются на земных планетах, а те, кто находится под влиянием низшей из гун, отвратительной гуны невежества, попадают в адские миры. Тот, кто видит, что все в материальном мире совершается гунами материальной природы, и кто знает Верховного Господа, запредельного этим гунам, достигает моей духовной природы. Преодолев влияние этих трех гун, которые связаны с материальным телом, воплощенное живое существо перестает испытывать страдания, сопряженные с рождением, старостью и смертью, и вкушает нектар уже в этой жизни. Арджуна спросил: «О мой Господь, по каким признакам можно узнать того, кто вышел из-под влияния этих трех гун, как он ведет себя и каким образом освобождается от их власти?» Верховный Господь сказал: «О сын Панду, про того, в ком просветление, привязанность и иллюзия не вызывают ненависти, когда они появляются, и кто не жаждет обрести их, когда они исчезают, кого не выводит из равновесия воздействия материальных гун, кто остается безучастным и трансцендентным, ибо знает, что все совершается этими гунами, кто всегда погружен в себя и одинаково относится к счастью и горю, кто не видит разницы между горстью земли, камнем и слитком золота, кто одинаково встречает желанное и нежеланное, кто остается непоколебимым, одинаково принимая осуждение и похвалы, бесчестие и почет, кто одинаково относится к врагам и друзьям, кто отрекся от всей материальной деятельности. Про такого человека говорят, что он поднялся над гунами материальной природы. Тот, кто целиком посвящает себя преданному служению, ни при каких обстоятельствах не отклоняясь от этого пути, преодолевает влияние гун материальной природы и достигает уровня брахмана. Я основа безличного брахмана, бессмертного, неуничтожимого и вечного, который есть средоточие высшего, изначального блаженства.